как раз такая лаборатория на базе Кунсхали, то есть на базе группы Север-7. И, в принципе, я тут все делала для их, как бы, для их пространства и под их проекты, под их направления. Вот. И идея заключается в том, что эта вся выставка, она посвящена технологиям присутствия, такой теории технологий присутствия. И главная концепция технологий присутствия заключается в том, что художники, военные экологи, они работают с одной сферой деятельности, и в каком-то ближайшем будущем они объединятся в общую какую-то группу. Вот. И вот откуда взялся термин технологии присутствия? Это как раз то, чем занимаются военные экологи-художники. Ну, то есть это я придумала такой термин, как основу вот этой всей теории. И как раз вот этот вот мудборд, то есть здесь обычно приходят зрители, вот это вот разные материалы, фотографии, мы их вырезаем, делаем какие-то заметки и помещаем вот этот мудборд. Вот. И здесь как раз вот это понятие технологии присутствия, оно раскрывается, то есть оно объясняет, что такое технология присутствия. Вот. И каждый зритель, ну, как они хотят, они помещают картинку или какие-то материалы на эту доску. Вот. В начале. И дальше я рассказываю как раз, что такое технология присутствия и почему они как раз объединяют военных экологов-художников. Вот. Тут на этой доске есть разные слова. И каждое слово, оно как раз вот эту связь фиксирует. Например, есть слово «мимикрия» или слово «камуфляж». И в качестве иллюстрации к этим словам тут прилагается вот такая картина Якова Черняхова, где он разрабатывал камуфляж. Другое — это, например, глазоломный камуфляж, который разрабатывали художники авангарда тоже. Потом есть, например, слово «симуляция», и, как стратегия, которую используют и художники, и военные. И в качестве иллюстрации представляются резиновые танки, которые делали художники для для демонстрации оружия немецкой армии. Но если здесь у нас исторические кадры, то здесь уже это современная Россия, это 2018 год. Здесь на послании президента Владимир Путин показывает такую анимацию в качестве оружия. То есть мы здесь тоже видим, что художники-мультипликаторы, которые создают эти мультфильмы, они выступают на стороне силовых. Это часть, относящаяся к демонстрации и к каким стратегиям, где художники выступают на стороне силовых структур. Есть еще один вектор — это театр безопасности и знаки безопасности. И здесь в качестве иллюстрации к театру безопасности предлагаются такие артефакты. Это антитеррористический бетонный блок, это здесь рамки металлодетекторов, камеры наблюдения, то есть то, из чего состоит театр безопасности. То есть здесь мы тоже видим вот эту вот театральность, какую-то художественность, но при этом это относится к силовым структурам. Другой вектор — это знаки безопасности. Здесь в качестве иллюстрации дорожные знаки, как то, что картографирует, контролирует как-то городскую среду. И, во-первых, художники разрабатывают эти знаки визуально. С другой стороны, художники работают со знаками, как с такой семантической системой. И здесь, получается, тоже в качестве иллюстрации есть стрит-арт. То есть вот это стрит-арт такой классический, это стрит-арт из Бразилии, это стрит-арт из Томска, и это тоже как бы те знаки, с которыми работают художники. И здесь еще есть тоже в качестве иллюстрации такие надписи, которые я нашла на видео с горячих точек. Это из Сирии, из Донбасса. То есть здесь люди тоже оставляют такие надписи на стенах, на своих домах, чтобы показать, что это жилое пространство. И то же самое можно найти на заброшках, например. Вот, то есть здесь опять мы видим через слово «присутствие», видимость, агрессия, вот эту связь между военными и художниками. Тут есть еще слово «баррикады», и есть примеры, когда художники строили баррикады непосредственно. Это 68-й год, студенческие выступления, протесты. И вот тут акция Осмоловского, где он из своих картин делает баррикады. Ну, это такая общая канва. Здесь еще есть много разных слов отдельных, например, память, пропаганда. Вот тут есть статья про военных художников Грекова, есть разные
моменты, там, например, блокады, то есть какие-то общие темы тоже. Но можем перейти вот от пленера в Пальмире, можем перейти к связи художник-эколог. То есть, во-первых, это, ну, понятно, природа, тут слова натура, пленер, то, что, с чем работают художники, с темами. Сейчас это тема экология, эковизуалы, эко-арт, то есть все такое общее. Есть тут слово материалы, как и переработка, и примеры направления в искусстве, где художники работали с переработкой материалов. Это вот, например, Арт и Повера или группа Север-7, с которой мы сейчас работаем, они тоже часто перерабатывают какой-то мусор в искусство. Вот. То есть тут переработка, театр устойчивого развития, тоже такая ветка. И другой вектор — это через активизм, плакаты и акционизм. И здесь, если вот на этой картинке мы видим скульптора, который делает из пластика скульптуру, то здесь мы уже видим, это уже экоактивисты сделали скульптуру из мусора, поместили его на зоолотвал, и здесь мы видим, как экоактивисты выступают в роли художника, то есть делают такую интервенцию. Здесь уже это плакаты, которые были в ШИСе, и вот эти плакаты, например, мы тоже видим, что художники используют такой язык художественного текстового искусства, и они запросто, вот что-то такое, мне кажется, может запросто оказаться где-то на аукционе в Ладе или на каком-то другом аукционе современного искусства. А здесь мы уже видим, что полностью экоактивисты делают такую полноценную художественную акцию. И получается, через вот эти вот какую-то защиту, через демонстрацию, опять декорацию, мы видим вот эту связь художников-экологов. И здесь есть слово «след», след в истории у художников, последствия у экологов, расследование, следствие у военных. И вообще тут, в принципе, есть много таких семантических связей. Например, вот есть слово «зачистка» у военных и у экологов. Есть такое народное определение мусора, тоже относящееся к силовым структурам и к экологам. Но это какие-то тоже такие лингвистические пересечения. Есть еще общие пересечения. Это вот здесь вот есть такие... Статья называется «12 способов защиты дачи от воров», и что тут советуют, это одно из методов — оставить мусор где-то на видном месте, и тогда люди, воры, которые придут грабить, они подумают, что это там кто-то живет, и уйдут как бы из... Это шумовая ловушка для воров. А здесь уже совсем высокие технологии, тут вот еще есть кадр из «Один дома», как он это же использовал. А здесь уже совсем высокие технологии, это умный дом и вот такая тоже система Present Simulation, которая рекламируется на YouTube, то есть то, что имитирует присутствие человека. И если здесь такие еще тоже нам понятные технологии, то вот тут есть статья про гул, который услышали ученые в Антарктиде, и одна из гипотез, объясняющая этот гул, говорит о том, что это военные генерируют этот звук, чтобы показать, что это обитаемая территория. Вот. И в целом мы видим через вот эти границы, метки, которые расставляют художники, военные, экологи, как раз что такое технология присутствия. То есть это то, что как раз объединяет художников, военных, экологов, и то, что вот объединено в этой теории. Но тут еще есть, например, слово этология, это наука о поведении животных, и метка как то, что тоже расставляют животные для того, чтобы пометить свою территорию. А дальше идет демонстрационные залы, которые показывают как бы всю разные аспекты вот этой идеи, технологии присутствия, какие-то исторические справки или что-то, что сейчас существует. И тут еще важно сказать, что вся выставка, она сделана в этом жанре, и тут все использовано из предыдущих, то есть тут все материалы сделаны, взяты из предыдущих. Здесь это видео выполнено в жанре тоже технологии присутствия, имитации присутствия, потому что это камера видеонаблюдения, то есть это про защиту, но здесь только вот эта вот камера, а это все рисунки. Вот. Такие. Ну, можно увидеть это. Вот. Дальше мы переходим из такого офиса, из теоретического зала, мы переходим в практический зал, демонстрационный. Еще есть инструкция. Вот здесь уже у нас демонстрационный зал, где уже представлены объекты в этом жанре технологии присутствия. Это вот эти бетонные блоки,
Они сделаны из тумб и из стен, которые были вот в этой комнате на предыдущей выставке. То есть я как художник их переработала и сделала такие бетонные блоки, которые можно теперь использовать для защиты территории. Вот. Ну и тут можно просто ходить, смотреть. Тут еще предлагается, например, банки, жестяные банки, разный мусор тоже превращается в камеру наблюдения. Вот, тут еще есть... на мудборде мина, которая закамуфлирована под дерево. Здесь есть уже дерево, которое тоже камуфлирует мусор, то есть это старая форма, и вырезанные из формы пятна превращаются вот в такое дерево. Вот, тут здесь экскурсия заканчивается, и дальше уже идет самостоятельный просмотр, такой, с погружением. Идет 3 зала. Первый зал, тут вот есть подсказки. Первый зал про военных экологов, второй зал про военных художников и последний зал про художников-экологов. И я там уже в последнем зале жду и уже рассказываю про последний зал. А тут просто видео уже посмотреть. Но все равно вокруг поселка круглосуточно идет патрулирование военных экологов. Установлены камеры, поэтому несению службы и уборке никто не мешает. Пример таких оперативных и решительных действий – это операция российских военных на середине морской контроля. Они взяли брошенную базу. В состав спецподразделений Минобороны входят 30 человек. С собой на 2 самолетах Ил-76 они взяли технику, краны, пресс и металлоломы. Военнослужащие приступят к уборке в июне. Всего в этом году планируют вывезти с севера 750 тонн мусора. В период с 2015 по 2017 годы очищено 260 гектаров загрязненных территорий. Наша работа, то есть изображать реальность боевых действий и боевого быта, боевой жизни, потому что наши художники, они традиция с гражданской войны, Великая Отечественная война, и все последние войны, везде мы были, и наши старшие поколения, и мы вот с Чеченской войны везде практически, где только не были. И все это важно, что это не просто при наших посещениях, а что это потом превращается в картины.
выставки. И здесь представлена работа группы Art Garbage Cooperation. Это такая группа, которая перераспределяет материалы, которые остаются после выставки. И здесь у нас вот этот склад, это как бы все, что осталось на прошлой выставке. Зрители могут забирать, что-то собирают сразу же, что-то забирают, оставляют вот сюда, оставляют такие метки. Вот. Художник тоже приносит свои артефакты. В общем, это уже можно тоже то, с чем можно повзаимодействовать, посмотреть вот как раз презентацию про эту группу, принять участие, записаться и что-то взять себе. Получается такой, такое развитие, то есть в первом зале это получается такая декорация, где мы смотрим на эти тумбы как на декорацию. Во втором зале это функция, то есть что мы можем сесть на эту тумбу, а здесь это уже материал, с которым мы коммуницируем, как такое средство для какой-то коллаборации, общения. Здесь получается все про вот эти маркеры, которые мы оставляем как художники, как военные, как, то есть вот эти, про вот этот след, как то, что бы человек не пытался делать, он все равно оставляет вот эти следы. И для почему-то это всегда очень важно. То есть даже когда мы здесь, вот, например, в этом зале пытаемся разобрать материалы, мы все равно это делаем через те какие-то метки, следы, которые мы оставляем. Но тут на самом деле много всяких течений, то есть здесь и про искусство как такую декорацию бесконечную, и про искусство как какую-то агрессивную, такую токсичную форму, и с другой стороны про вот эту театральность, как военных технологий. Ну, то есть она и такая антимилитаристская, то есть что, ну, то есть мы занимаемся войной, но при этом, да, ну это такая достаточно прямая, мне кажется, мысль, но при этом делаем такую как бы видимость из этого всего, но то, что под нашими там как-то ногами, мы это не замечаем. То есть вот там видео, где новости про новых зеленых, там на самом деле микс, но это же все монтаж, то есть это все found footage монтаж, и там на самом деле нету таких новостей, конечно же, и это просто микс из разных кадров с мусорных протестов, и получается, что у нас как бы все такое тоже фейковое какое-то пространство, в котором мы живем, и вот из этих 3 залов тут на самом деле непонятно, кто настоящие, ну как бы кто, есть ли военные экологи, есть ли военные художники, и есть ли художники-экологи. Вот. И оказывается, что только художники военные существуют, ну настоящие. Но вот я как раз пытаюсь эти все стратегии для себя определить, потому что, ну, сказать, что художник не относится к войне, я тоже не могу, потому что, ну, художник тоже участвует в войне, и мы как бы видим как раз вот эти, ну, вот этих военных художников и разные вот эти методы борьбы тоже. Ну, вопрос, да, на какой стороне, может, ну, то есть, может быть, это тоже как мои какие-то ощущения себя, вовлеченные вот в какие-то сейчас в какую-то борьбу. И, может быть, это про это тоже. Здесь, на самом деле, собраны несколько проектов, и вот технологии присутствия вырос из идеи вот этой параллели какого-то мусора, который неперерабатываемый, и вот этого театра безопасности, который существует в мире. Вот. И мне показалось, что такие, ну, если у нас есть какая-то потребность вот в этом театре безопасности, то, может быть, мы можем преобразовать как раз мусор в эти объекты. Вот. То есть это была одна ветка про вот этот театр безопасности. И с этого все как-то пошло дальше развиваться. То есть вот этот зал демонстрационный, где там банки и бетонные блоки, он как бы стартовый. Вот. Но еще мне хотелось, я в принципе работаю с такими же сайт-специфичными всегда инсталляциями, и я хотела сделать проект как раз под Кунстхалле, чтобы он максимально мимикрировал под это пространство и под группу Север 7, и ну, какие-то символы
то, что используется в Север-7, оно как бы максимально мимикрирует. И вообще вот эта мимикрия, она здесь везде тоже есть. Ну, то есть, если выразиться в терминах технологии присутствия, то ты здесь в данном случае являешься таким Штирлицем, который прикидывается Да. немцем, или же группой Север-7. Да, да. И в общем, Да, пытается но и- изо всех сил нас убедить, что это не Наталья Тихонова, а вот Ну так да. оно тут все и лежало. Да, и оно при этом тут много что прячется в разных тенях, то есть, ну, то же самое, что вот эти вот структуры контроля, структуры власти, они как бы не, ну, они должны где-то присутствовать также, но при этом ты как бы их ощущаешь как будто бы боковым зрением всегда, как будто бы в тени. И тут на самом деле тоже, если посмотреть, тут много таких разных штучек разбросаны по всей выставке. То есть там, например, есть вот там, где диорама, сделанная из гипсов, которые на прошлой выставке остались. Там сзади есть глаза хищника, которые смотрят. Или, например, тут растения, вот, которые в первом зале поставлены как бы под свет, в другом зале они уже спрятаны в растения, которые остались в Кунстхалле. Или, например, вот этот знак Кунстхалле, который при входе, он работает как эмблема всех вот этих вот художников, военных экологов. Скажи, пожалуйста, чем отличается, по твоему мнению, игра, обман и манипуляция? Потому что, мне кажется, твоя выставка об этом. Ну да. Ну да, но мне кажется, что тут игра, обман, манипуляция. Мне кажется, что тут все-таки есть и игра, и обман, и манипуляция. Ну вот, Но тут например, вопрос разобраться, где технологии она. военных экологов, но, которых не существует, или же они существуют, пытаясь нас обмануть, что они делают прекрасно свое дело и не оставляют отходов военной такой вот деятельности, показывая нам такие новости, да, которых тоже нет, которые ты уже сделала фейковыми, но это уже твоя художественная игра. Вот то, что ты мимикрируешь под группу Север-7, это такой художественный прием, совершенно уместный во форме искусства. Обман — это несколько другие вещи, которые показаны на первом стенде. Когда... Ну, там тоже есть много фейковых статей, Да. если честно. Ну вот тонкие грани между манипуляцией сознанием, обманом заведомым и художественной игрой. Здесь вот эти разграничения, по-моему, и должны найти для себя зрители, Да. которые смотрят на вот эту выставку. Ну да, здесь как раз она такая, как головоломка, как я уже говорила, чтобы зритель вообще разобрался, ну как бы, поэтому тут есть тоже инструкция по осмотру выставки, и тут как раз задача зрителя разобраться, что из этого фейк, а что из этого, ну как бы да, что из этого игра, и где вот эта манипуляция есть. И ну, для меня это все заканчивается как раз вот этим последним залом, где уже внутренности всей выставки представлены, и уже представлен проект, которым я занимаюсь последние 2 года, вот этот Art Garbage Corporation, и он как бы является ключевым вообще для этой выставки, то есть такой сборкой тоже. Как я вижу сейчас себя, чем я должна заниматься как художник. Вот. И поскольку это как бы конец выставки, то это как раз такое, ну это должно быть такой подсказкой все-таки, что вот этот зал, он такая кульминация. Ну да.